Ну да, то есть вот людям, во-первых, коротко, да, то есть все стараются как можно короче переменную назвать, но в этом нет смысла. То есть лучше, пускай она из 3 слов состоит, но она, по крайней мере, сама за себя будет говорить, что в ней хранится, нежели мы придумаем какие-то там аббревиатурки А, Б, С, Д, а потом сами в них запутаемся. Причем это нормальная практика, если программист, допустим, сегодня всю ночь код писал, а завтра утром открыл и сам так, что здесь? То есть, как бы, поэтому чем больше комментариев, чем понятнее названы переменные, чем красивее оформлен код, то есть, опять же, вот про отступы, да, это же не обязательно. Я говорил, что отступы не обязательно, можно все писать тут. Ну вот по этим отступам очень хорошо понятно, что во что вложено, да, то есть нам не нужно как-то сидеть и искать, где тег начинается, где тег заканчивается. Мы по отступу уже красивое оформление нам говорит, что есть что. Так, хорошо. Давайте потихонечку с вами переходить уже тогда к CSS. На прошлом уроке я чуть-чуть успел это зацепить. Мы какие-то даже небольшие стили писали, да, например, для таблицы только что мы делали тоже, да, то есть border. Какая логика вообще в CSS? CSS это язык оформления, то есть он обращается либо к каким-то элементам напрямую к тегам, либо он обращается к ID, либо к классу, да, каких-то элементов. И благодаря этому мы можем выделить определенные теги, определенные элементы на странице и описать им какой-то внешний вид, поведение, размеры, цвет и так далее, и так далее. То есть достаточно много всего. А вариаций, как использовать CSS, есть, в принципе, 3. То есть я покажу все 3 варианта, и на 3-м варианте мы с вами задержимся. Да? То есть, смотрите, первый вариант это строчный. Я его уже показывал. Вот зайду в тег body, поставлю пробел. Это атрибут style, где в кавычках мы можем описывать какой-то стиль страницы. Да? То есть, конкретного тега. Например, я сюда поставлю такую запись background-color. Через двоеточие я могу указать непосредственно какой-то цвет. Да, то есть между двоеточием и кавычками, то есть background color это у меня как название атрибута, между двоеточием и кавычками я ставлю какое-то значение данного текста, да, то есть таким вот образом. Непосредственно внутри самого HTML, да, прямо внутри тега. То есть я сейчас body изменил цвет фона на вот такой вот зелено-синий цвет. Точка с запятой, она показывает, что мы закончили для background color вносить какие-то значения. Да? То есть нет, это делается для CSS. Почему? Потому что стилей может быть много. Да? То есть у вас может быть не только background color, например, у вас здесь может быть еще color. Да? То есть мы можем перечислять различные. Color это цвет текста, да, непосредственно. То есть background color цвет фона, color это цвет текста. Да, и смотрите, я могу два различных параметра записать. И вот точкой с запятой это обозначает, где один параметр закончился, да, начинается следующий. Color, опять двоеточие, значение, точка с запятой. То есть это такая условная граница одного параметра, начало другого параметра. Баблана написал 14 часов. 14 часов? Да. Значит, не одной мне показалось, что в 14. Не, мы говорили вроде на прошлом уроке, я перепутал, что это был MySQL группа у меня в 14, а вы в 11. Я на прошлом уроке тоже сказал. Да. Не сегодня, MySQL завтра, послезавтра. Скажите, как вот я написала background color, а цвет дальше, почему вам показывает? У меня стоит плагин в Visual Studio, у вас не показывает? То есть мне просто написать цвет. Напишите название цвета какого-нибудь, да, то есть как вы хотите. Да, у вас просто плагин не стоит, который цвет показывает. Дополнение для Visual. У вас стайл, смотрите, вы не внутри тега body его пишете.
Да, вы снаружи это пишете. То есть все вот эти атрибуты, они всегда внутри тега пишутся. То есть, заметьте, тег body закрывается у меня клювик вот где. Да? То есть все это должно быть внутри. Он дает тогда параметры на всю страничку. Тег body дает на всю страницу. Опять же, если бы я сделал это не в body, а, например, где-нибудь вот здесь в label, да, прописал вот здесь где-нибудь style, тогда только label. То есть, если бы я сказал style, ну, давайте тот же background color black, да, то у меня у этого лейбла конкретного поменялся стиль. То есть, к тому тегу применяется, к которому применяется к тому тегу, в котором написан, да, этот стиль. То есть тег body, он объединяет как бы все тело страницы, то есть, следовательно, с помощью тега body мы можем сделать такие общие, да, скажем, настройки. Вот, то есть это строчное добавление стиля. Оно позволяется в HTML, но считается плохим тоном. Да, то есть, во-первых, у вас нагромождается HTML-код, да, то есть у вас больше тегов, больше атрибутов, следовательно, загрузка самого HTML-кода тоже будет дольше. И здесь, как бы скажем, не самая лучшая практика писать этот стиль в строку. Да, то есть я его отсюда сейчас удалю. Второй вариант обозначения стиля: внутри тега head мы можем указать тег style. Да, заметьте, теперь он является тегом, и он у нас, ну, скажем, между тегом style открытие, style закрытие мы можем писать свой CSS. Здесь уже будет такая вот, скажем так, немножко измененная логика. Да? То есть, когда мы писали стиль внутри тега, все было, в принципе, логично. Стиль применяется к тому тегу, в котором он находится. Да? То есть, если мы сделали body background, то body, вся страница поменяла цвет. Мы сделали стиль в лейбл, только лейбл поменял цвет. Что касается самого синтаксиса CSS, то есть строчный CSS не показывает синтаксис. Синтаксис будет такой. Мы пишем, например, название тега body. Да, body. И ставим фигурные скобки. Пробел, да, фигурные скобки, таким вот образом. Все, что внутри фигурных скобок мы будем указывать, будет применяться к тегу body. То есть я могу здесь, в принципе, повторить. Да? Там же, где квадратные скобки, только через Shift. Справа от буквы P должны быть. Нашли? Нет? Покажи. Вот здесь должны быть на английском. Квадратные без шрифта, фигурные с шрифтом. Да, то есть смотрите, все, что между фигурными скобочками, будет относиться к тому тегу, который указан перед фигурными скобками. Да, в нашем случае тег body. То есть я могу сюда добавить второй параметр white. Да, то есть таким вот образом. Вот это уже синтаксис CSS в чистом его виде. Сейчас все придем. Да? То есть его можно написать в теге head, что тоже позволительно. Это намного лучше, чем строчный вариант. Да? То есть, но на практике и так тоже не делают. Да? То есть стараются это избегать. Третий вариант, который мы можем с вами использовать. Я сейчас открою, вот обратно вернусь к файлам. Вот здесь. Третий вариант – это создать отдельный CSS-файл. И это считается наилучшей практикой, потому что весь стиль, вся стилизация хранится в отдельном файле. Я вот здесь правой кнопкой создам новый файл и назову его style.css. Да, в отличие от HTML, у CSS нету какого-то зарезервированного названия. Да, style это я сам так решил. Так вот, две стороны их открою. Да, style.css.
И давайте вот то, что сюда я body написал, вот это в стиле, я просто скопирую в style CSS вот сюда и удалю вот этот тег стиля. В данный момент, вот несмотря на то, что в самом CSS файле у меня есть какие-то настройки, ну, по сути, я поменял цвет фона, да, то есть цвет текста, на странице никаких изменений не произошло. Да, и все это по той причине, что сам CSS файл к документу у нас никаким образом не привязан. То есть у нас абсолютно непонятно, что это за CSS файл, то есть он есть, он существует, но он не привязан к нашему документу. Да, то есть мы не можем его использовать. Для привязки внутри тега head используется тег link. У него есть такой вот атрибут rel, да, в принципе для CSS конкретно файла, да, то есть используется вот обозначение style sheet, да, то есть это листок со стилями, грубо говоря. Ну, он так и называется. CSS расшифровывается как Cascading Style Sheets, то есть, скажем, такие накладывающиеся листочки со стилями. Да, то есть вот таким образом link rel style sheet, и в href мы должны указать путь к этому файлу. Да, ну, так как он у нас рядом лежит, мы можем просто сказать style.css. Таким вот образом. И после того, как мы прикрепили, да, таким образом файл, то у нас вся стилизация прикрепилась к нашей странице. Да, то есть таким образом мы указали, что вот эта страница берет стили из вот этого документа. Причем, скажу сразу, может быть несколько CSS документов привязано. Да, то есть, ну, разные бывают причины, то есть бывает несколько документов CSS привязано к файлу. Тем не менее, да, body, background color, то есть если открыть нашу страничку, мы видим, что теперь изменения сделаны. И вот это считается наилучшим тоном оформления страницы. То есть вы выносите весь CSS в отдельный файл, который как раз-таки определяется как CSS файл, и в IDE вам будут все ошибки именно CSS подчеркиваться, да, потому что если вы в чистом виде в HTML пишете, то HTML CSS не проверяет, да, то есть таким образом. Так, у всех получилось присоединить? Style-sheet, ну, это прям команда, нужно писать. Да, да. То есть это конкретно тип привязываемого файла. Вот таким образом. То есть здесь, в принципе, есть еще варианты. Ну, здесь, да, то есть есть еще другие варианты привязки файлов, но, скажем так, основное, что используется, вот этот style sheet. Еще что вам может встретиться, это type в этой записи. Обычно он такой вот, type текст CSS, да, вот в линке. Может встретиться, но это устаревший уже параметр. Помочь вам? Я тут уже не поняла, что это удалять. Файл полностью можно удалить. Да. Да, его заменит нам теперь отдельный файл. Удалить и сюда вставить нужно линк на CSS файл. Вот у меня сверху линк, rel. Значит, да, то есть только с названия файла. Или где он у вас находится. У вас он рядом ставится. Я написала в говоришь. Не важно, просто что здесь указывать нужно соответствующее название файла. То есть либо без Е, либо сам файл оригинал.
То есть теперь у нас вот в отдельном файле CSS есть вот такое вот оформление. Что касается link, вам может встретиться еще вот такое обозначение. Здесь type равно text/css. Раньше было обязательным, сейчас не обязательно. Его, в принципе, в новых версиях уже веб-приложений никто не указывает. Да? То есть, может встретиться именно, если страница там какое-то время назад была создана. То есть это, в принципе, не обязательно. Так, назад. То есть, и смотрите, теперь мы потихоньку переходим непосредственно к CSS. Да? То есть, первое обращение я показал по тегу. Да? То есть, что еще можно? Можно, допустим, взять тег label и сказать, что у тега label, например, font size 200%. Да? То есть, у тега label размер шрифта 200% будет у нас. То есть, если мы зайдем на страницу, увидим все, что у нас было создано с помощью label, изменило размер шрифта на 200%. Точно так же, смотрите, у нас из тега body всеми текстовыми тегами был унаследован белый цвет. Допустим, я хочу, чтобы именно label был у меня другого цвета. Да? То есть color, возьму какой-нибудь тут интереснее шоколад, да, шоколад. Да, то есть, смотрите, цвет лейбла изменился. А логика будет какая? В CSS-файле могут быть ситуации, где на один и тот же элемент есть несколько различных параметров, дублирующих. Не дублирующих, а исключающих друг друга. Да? То есть, если я говорю про тег body, я вот здесь явно указал, что у меня цвет текста в body белый, да, шрифт. Но для лейбла я указал отдельный цвет, да, вот chocolate. Логика будет какая? Все, что ниже находится, имеет преимущество. Да? То есть, если здесь я укажу еще раз лейбл и скажу, что у него color, допустим, red, да, то есть еще раз продублировал, то последнее значение будет приниматься. Да, то есть, или давайте, чтобы для вида blue поставлю. Да, то есть преимущество имеет последняя запись, то есть поочередно, сверху вниз. Она будет, скажем так, в английском есть такое слово override, да, то есть переезжать, грубо говоря, да, то есть, скажем так, преимущество имеет то значение, которое было указано последним. То есть, возможно такая ситуация, что здесь они совпадают. Как еще можно обращаться? Помимо того, что обращаться напрямую к тегу. Можно обращаться по ID. Да, то есть, можно обращаться по уникальному имени, по ID. И это делается с помощью знака решетки. И, в принципе, вписывается ID. Shift-3, если кто затрудняется найти. Знак решетки и пишем ID. Например, у меня здесь вот есть ID user-name. User-name. И описываю какое-то состояние для username. Возьму опять background color black сделаю. И сделаем, допустим, color white. Да, вот таким образом. То есть через решетку я могу обращаться напрямую к ID. Да, не к какому-то тегу, а именно к уникальному имени. Да, то есть ID, еще раз, это у нас один определенный тег. Да, то есть мы видим, что здесь, в принципе, одно единственное поле, которое мы по ID изменили, username, да, input username, оно у нас как раз-таки изменило свой фон и цвет шрифта. Да, то есть конкретно по ID. К слову, да, CSS тоже позволяет комментарии. Единственное, что они отличаются от комментариев в HTML. Здесь вот слэш звездочка, звездочка, слэш ограничивают комментарии. В HTML у нас было клювик, восклицательный знак, 2 тире, а с другой стороны 2 тире клювик закрывается. То есть здесь будет вот слэш звездочка и звездочка слэш. Все, что между ними, это комментарий. Угу.
Ну, они все равно, все же эти языки, они же не сразу появились. То есть они все потихонечку что-то друг у друга наследуют. То есть тот же Python появился, потому что Гвидо ван Россуму хотелось сделать какой-то очень удобный язык для программирования, простой и быстрый для разработки. Да? То есть он вот все нюансы других языков, которые усложняли процесс работы, он их убрал и сделал более универсальный, да, язык. Так вот, помимо ID мы еще можем обращаться и по классу. Да, по классу обращение будет через точку. То есть если ID через решетку, обращение по классу будет у нас через точку. Да, input field. И спокойно можем описать все поля ввода. Например, у всех полей ввода будет background color черный, color будет белый. Да, то есть, почему я говорил, да, что вот ID это уникальное значение, класс не уникальное. Поэтому мы всем инпутам поставили класс input field, да, здесь. То есть для того, чтобы объединить их все одним каким-то именем. Да? То есть если речь идет о полях ввода, вот, кстати, в текстаре можно еще здесь добавить класс input field. Да? То есть класс это такая объединяющая, это, скажем, такое объединяющее несколько тегов названия, да, то есть класс, для того, чтобы мы могли сделать одинаковую стилизацию для похожих элементов. То есть, грубо говоря, я приведу такой вот вам пример. Да, youtube.com. Эстония, да. Где-то у нас тут было Nature. Да, вот есть у нас такой канал, например, Visit Estonia. Да, то есть канал, то есть, ну, различные видео, да, на тему Эстонии. Что я хочу здесь сказать? Ну, что мы видим, по сути? Да? Мы видим кучу, если вот отбросить содержание, да, мы видим целый забор одинаково отформатированных блоков. Да? То есть, по сути, что у нас тут есть? У нас тут есть на абсолютно каждое видео есть картинка, превью какое-то, есть название видео, есть количество просмотров, когда было добавлено, есть длительность. Да? То есть, вот это вот все является одним блоком, одним квадратиком. Да? Я не буду уже открывать, показывать, но можете сами посмотреть. Каждый из этих блоков имеет одинаковое название класса. Для чего? Для того, чтобы в CSS мы один раз стилизовали класс, и все эти блоки будут выглядеть одинаково. То есть нам не нужно для каждого блока что-то прописывать. Мы просто всем даем одинаковое название, и по этому названию стилизуем их одинаково, так как это одинаковые элементы. То есть содержание у них отличается, но оформление у них у всех одинаковое. Для этого где? Третье. Это комментарий. Ну, это уже бэкэндом пишется. То есть, если, допустим, у видео есть комментарии, добавь CC. Если у видео комментариев нет, то CC это как снизу, да, то есть титры дополнительные. Или это captions, наверное, это какие-то, если пользователь сделал. Это не совсем реклама, это когда пользователь встраивает в свое видео, например, ссылку на другое видео, да, то есть вот какие-то такие заметки от, скажем, создателя видео, да, то есть captions, они могут быть, могут не быть. Там в бэкэнде, скорее всего, реализован таким образом, что если заметки эти есть, выведи CC, если заметок нет, CC не выводи, да, то есть... Да, то есть, да, здесь логика бэкэнда уже работает, да, то есть, но по сути, да, все квадратики, кубики, вот эти блоки, они будут иметь одинаковый класс, в принципе, я могу, даже показать это, проверить, да, то есть, откроем div класс, style scope, да, вот здесь, например, есть, беру следующий, inspect,
div класс style scope. Да, то есть беру какой-нибудь отсюда, inspect, div класс style scope. Да, то есть у всех одинаковых похожих элементов им даются одинаковые похожие классы, названия классов, чтобы мы вот так вот могли их все разом стилизовать. Да, то есть по этой причине я здесь и добавил такие вот моменты. Да. Скажите, вот эта вот кнопка, которая send, ну там куда-то послать, она тоже input field, да? Ну, если я сюда вписал ей класс input field, то она считается. То есть, опять же, это класс, мы его вписывали сами. Да, то есть я могу не вписывать сюда класс. То есть я могу здесь класс удалить, и она уже не будет считаться input field. Да, то есть класс мы указываем сами на каждый элемент, который мы хотим объединить. Да? То есть почему я объединил их все классом input field? Потому что они все, в принципе, в той или иной степени являются частями формы. Если я захочу им изменить внешний вид, то мне проще обратиться один раз к классу и все элементы формы стилизовать одинаково, нежели каждому из них обращаться по отдельности. Да? Возможно, у меня ниже будет вторая форма, и она будет иначе стилизована. Да? У них будет, допустим, input field 2. Да, или какой-нибудь input field, там, не знаю, еще какое-то название. То есть классом мы объединяем все это дело сами. Хорошо. Так, ну, в принципе, это мы с вами посмотрели. А если вы что-то хотите сделать, помимо того, что вы как это будете называть, новая body, новая head, ну вы как вы будете? Нет, body один на одну страницу, да. То есть, ну, здесь у нас вот форм, да, мы можем это все объединить в дивы, например. Ну, то есть, давайте я сделаю вот так. Я вот здесь поставлю div, начну, да, то есть и в конце после формы этот div закрою. Да, то есть вот таким образом сейчас отступы сделаю. Да, вот у меня здесь есть, даже я его, по-моему, сложить могу, да, один div, в который вложена форма. Давайте его вот оставим, а здесь сверху сделаем еще один div. Вот так вот, и в нем начнем работать дальше, да, то есть писать вот форму оставим внизу. Помимо того, что мы можем обращаться вот напрямую к тегу, напрямую к ID и напрямую к классу, да, какому-либо, есть еще возможности комбинировать данные селекторы. Да, то есть у нас есть несколько вариаций. Давайте сделаем, наверное, такой пример. Скажите, пожалуйста, где закрывается форма? После формы. Он перед формой открывается, после формы закрывается. То есть всю форму мы взяли в div. И ссылку вот эту я тоже взял в div. Да, то есть, ну, в принципе, пусть будет. Ну, то есть div перед и после сверху новый div я открыл. Давайте чуть-чуть с вами сделаем, скажем, такие несколько таких вот моментов. Давайте сделаем тег h3. Дадим ему какой-нибудь ID уникальный. Ну, я предлагаю назвать его h3, ну, пускай будет h3 dark, да, темный. Просто именно ID, да, уникальный. Дадим ему несколько классов. То есть, не знаю, помните, не помните, классы через пробел, да, мы перечисляем. То есть, я назову его так. У нас будут, значит, заголовки и параграфы, да, то есть заголовки будут иметь теги large, большой, да, то есть будет тег large и small, для параграфа сделаем класс small, для заголовка класс large. И будет два цвета у нас, синий и красный, ну, пускай это будет, например, red, unique. То есть то, что я вот сейчас записал, пробел разделяет классы. То есть я только что присвоил 3 класса одному элементу. Да, то есть не один длинный класс, а это 3 разных класса. Пробел разделяет классы всегда. Поэтому название классов обычно, вот как у меня здесь, input field через дефис пишется. Да, такая практика, потому что пробел их разделяет. Ну и внутри напишем, давайте так, unique h3. H3.
Снизу я сделаю параграф. Да, у параграфа у этого будет тоже уникальный ID. Я его назову pdark. У него будет тоже класс, но классы у него будут small, так как параграф, да, у нас маленький. Ну, это я сам придумал, да, то есть для примера. Цвет поставлю сюда blue, и он тоже будет unique. Unique P. Опять же, red, blue, small, large, это я все сам придумал. Да, у меня еще не описано, что это за классы и как они будут выглядеть. Да, пока что я их просто называю. То есть это еще пока не, скажем так, ничего не значит. Да, то есть пока просто слова. И давайте сделаем еще H3, только в отличие от предыдущего примера, у этого H3 будет только класс. То есть мы не будем ему указывать ID. И поменяю класс вот так. Large, blue, unique поставлю. Хоть и есть там unique. Так вот, non-unique h3 назову здесь. И то же самое с параграфом. Да, возьмем параграф и ему добавим тоже классы. Он будет у нас small, red и unique не будем добавлять. Да, так, non-unique p. Да, то есть в чем особенно такая большая разница между вот этими тегами? Ну, во-первых, H3 и P теги в начале имеют ID, да, то есть у них есть какое-то вот конкретное имя, которое им присвоено лично. Также они имеют класс, но классы вот тут перемешиваются, да, в последнем теге P класса unique у нас нету. Я вот это все закомментирую, то, что мы до этого писали здесь, то есть просто закомментирую, чтобы оно сохранилось. Я, наверное, вам эти файлы как-нибудь выложу. Вот, то есть, что касается CSS, давайте потихонечку смотреть. Давайте вот потихоньку будем делать классы, ну, то есть стилизацию для различных классов, которые мы с вами перечислили. Так, подожду какое-то время, успеваете? Вы меня, да, если что, тормозите. То есть я могу. Продолжаем. Да, давайте напишем CSS, например, для класса red, красный. Да, ну, что мы можем сделать? Давайте сделаем color red, да, то есть красный цвет шрифта. Да? То есть, если посмотреть на наш HTML-код, то класс red есть у первого заголовка и есть у последнего параграфа. Да? То есть, открываем, видим, что мы выбрали только те конкретные элементы, у которых данный класс присутствует. Да? Красный, вот первый H3 и заголовок. Вот у этих двух был класс blue, да, синий. Давайте напишем, как должен выглядеть blue. Да, blue, color blue. То есть цвет синий, класс синий. Такой класс у нас присутствовал у вот этих двух элементов. Да, то есть мы можем спокойно описать два вот этих разных класса. Какие еще у нас есть классы? У нас есть класс small. Да, давайте сделаем так. Класс small. Давайте у small будет background color. Там поменяем цвет фона, да, на какой-нибудь. Возьмем. Без разницы, да, какой вам больше нравится. То есть у всех тегов, у которых есть класс small, поменяется и цвет фона. Да? Причем независимо от того, у кого класс blue, у кого класс red, да, то есть класс small, он определен иначе. Да? То есть, поэтому у нас есть от класса small фон,
и от класса red и blue цвет шрифта, да, непосредственно. Давайте то же самое с large сделаем. Да, то есть возьмем какой-нибудь другой background color. Какой-нибудь, пускай green yellow будет. Да, то есть вот таким образом мы можем отдельный класс. Ну, понятно, что в более серьезном там CSS, HTML так не делают, да, что там blue, red и так далее, да, расписывается чуть-чуть побольше там различных параметров, но для, скажем так, обучения примера этого будет достаточно. Каким образом мы можем обращаться к определенным элементам? Да, то есть, например, у меня есть конкретно, да, в данный момент тег H3. То есть я могу обратиться ко всем тегам H3 вот так, да, сказать, что, например, H3, что мы ему сделаем? Давайте так, фонд style italic. Да, то есть я обратился ко всем заголовкам heading 3 и сказал, что у них стиль шрифта italic, да, то есть это курсив. То есть мы это видим вот здесь на странице, да, сразу же у нас изменился шрифт, да, курсив. Допустим, я не хочу обращаться ко всем тегам H3. Меня интересует H3 с конкретными классами. А тут у меня здесь, ну, и по классу особо не обратиться, потому что либо small, либо large, либо blue, либо red, да, и так далее. То есть я могу вот здесь через точку, ну, точнее не через точку, а я могу указать здесь тег и какие-то его определения. Например, я хочу, чтобы только тег с классом large, с классом blue и с классом unique изменил свой шрифт. Да, то есть тег H3, у которого есть класс large, класс blue и класс unique. А под это описание подходит только второй H3, вот этот. Да, то есть, следовательно, первый мы не трогаем. То есть, таким образом мы можем уточнить еще больше, какой из тегов мы выбираем. Причем это одинаково будет работать и если вместо тега мы укажем вперед ID. Да, то есть мы можем сказать, например, pdark, да, то есть с классом small, с классом blue, с классом unique. Да, то есть это такая же логика. Два раза ID мы указывать не можем. То есть здесь мы уточняем. Да, то есть мы можем сказать, например, что здесь background color будет черный. Да, то есть конкретно вот в этом, да, с ID pdark, small, blue, unique. Опять же, немножко я говорил, что ID это уникальное значение. Да, то есть, в общем-то, если есть ID, то обычно вот этого всего забора нам не нужно. Ну, мало ли, вдруг у вас два одинаковых ID на странице, и вы хотите из них двух только один элемент выбрать. Да, то есть можно вот таким образом это уточнение. Да, то есть конкретно первый это что за тег, дальше перечисляем классы, это уточнение. Да, что вот с этим конкретно классом мы берем элемент. Опять же, смотрите, если я здесь, вот здесь, да, вот здесь конкретно, не укажу тег blue. Да, смотрите, я вот указываю H3, large и unique. Да, без blue, без уточнения цвета. Тогда они оба подпадают под этот параметр. Почему? Потому что и у первого H3 есть класс large и unique, и у второго H3 есть класс large и unique. Отличаются они только классом blue и red, который мы не указали. То есть здесь не обязательно перечислять все классы. Да? Можно перечислить несколько. Или один какой-то конкретный. Можно, то есть может быть и один, да, класс. Вот, то есть это первая такая вариация, как мы можем обращаться с элементами. Да, то есть как мы можем уточнять, какой элемент. Давайте вот здесь вот в боди сделаем еще один div. Сделаем еще один div. Давайте даже классом ему дадим. Класс равно, ну, давайте header его назовем. Наверху у нас будет.
И внутри я предлагаю сделать вот такой момент. Сделать один тег P, параграф, ну, скажем так, selected напишу туда. Еще P, тег P, selected. И здесь сделаю такой тег span, в котором будет тег P с той же надписью. Да? Select. То есть, что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот основной div, header, в котором находится тег P1, второй тег P, и есть еще такой вот тег span, внутри которого тоже находится тег P. Если я открою саму страницу, то они одинаковые все, никакой разницы между ними нету вообще. Да? Даже несмотря на то, что тег P у нас в span засунут, то есть никакой разницы. В HTML, так как это древовидная структура, присутствует такое понятие, как родители и дети. Да, то есть, откуда это идет? Вот у нас здесь на доске есть пример древовидной структуры, да, quiz. То есть, если говорить о структуре, я говорил, что корнем или стволом дерева является начало, да, то есть, в данном случае quiz, и от него растут ветки. Да, например, масс, дальше идет Q1, Q2, Q3. Так вот, для масс, вот она посерединке стоит, quiz будет являться родителем, так как он выше, да, по древовидной структуре, то есть ближе к стволу, так назовем, а Q1, Q2, Q3 будут являться детьми, да, масс. По той причине, что они ниже находятся. Да? То есть то, что принадлежит масс, является его детьми. То, во что вложен сам масс, да, quiz, является его родителем. Такая вот логика, да, то есть последовательность. И есть еще такое понятие, как siblings, родственники. Родственники – это те значения, которые находятся на одном уровне. Да? То есть для quiz, math, history и art являются детьми, для них quiz является родителем. Но друг для друга они являются родственниками. Siblings, да? Они находятся вот на одной какой-то ветке. То есть эти понятия используются часто в HTML, в XML, и благодаря этому есть возможность обращаться к определенным элементам через вот эту закономерность, да, родителей и детей. Вот здесь я написал класс div_header, создал здесь такой вот header. Да. Так, я, наверное, вот это сейчас тоже закомментирую, чтобы не мешалось. И сверху опять писать начну. Как вы так быстро комментируете? Выделяете все, Ctrl и знак вопроса у меня тут возле правого шифта. На маке Command. Все выделяете, Ctrl и... Да, то есть, какая здесь у нас логика? Смотрите, если я захочу внутри все теги P, внутри, давайте даже вот так, сюда еще один впишем, вот здесь сверху, P, selected, да, один тег будет у нас не в div, да, вот снаружи. Смотрите, если, я уже показывал логику, что если я указываю тег и пишу для него стиль какой-то, давайте просто сделаем какой-нибудь color lime, пускай будет вот так. Да, просто P, color lime. То есть, если я указал конкретный тег P и сказал, что у него цвет lime, да, то есть, то все теги P вот на всей моей странице примут цвет lime. Да, то есть, в этом ничего такого удивительного нет. Мы об этом уже поговорили. Да, то есть, вот абсолютно все, что у меня выделено тегом P, приняло такой цвет. Да, то есть, это не удивительно. Так мы уже делали. Если же я хочу, чтобы зеленый цвет приняли только теги P внутри div. То есть вот такое условие у меня, что родителем является div, и в нем должен быть тег P. Я могу это сделать вот так. Я указываю div, через пробел я указываю тег P, и таким образом вот эти теги P у меня все в дивах находятся, а вот этот нет снаружи. Да, вот он здесь первый, единственный. Да, таким образом я могу указать условие, что вот это
вот это вот CSS выражение распространяется только на те теги P, родителями которых является div. И здесь вот, несмотря на то, что родителем selected является span, да, div тоже является родителем. То есть здесь вот этом уровне уже не имеет значения. То есть любой тег P, который находится в div, да, то есть вы видите, что здесь вот спановский, да, вот он здесь, он тоже поменял цвет. То есть все теги P, у которых родитель даже не обязательно на предыдущем уровне, да, то есть на всех уровнях назад родитель P. Таким образом, я описываю, допустим, вот это выражение. Но у меня есть тег P, который внутри спана находится. Да? То есть я для него могу сделать уникальное условие. Я могу сказать, что тег P, который находится внутри спана, ну, они у меня могут... А можете сказать, почему ты вот начинаешь говорить, что P, если делаешь не в первой строке, а вот я вот все как бы закомментила, все скрыла и начала сначала тут. У меня ничего не менялось. Если я начинала там 43, 44, почему только срабатывает? Да нет, значит, не срабатывает. У вас может быть комментарий в этом? Может быть. Да, вот если вот здесь попробуете, ну попробуйте вырезать и вниз поставить. Должно работать. Все последовательно читается, комментарий игнорируется. То есть все равно должно все прочитаться. Да, то есть у меня есть вот такой спан P. Я, допустим, могу сказать, что давайте сделаем цвет этого спана, цвет этого тега P, который внутри спана, синим. Да, то есть, ну, логично, что только один единственный тег P, который находится внутри спана, получил это условие. Да, все остальные теги подчиняются условию тег P внутри дива, да, то есть зеленый. Таким вот образом можно, скажем так, выделять теги какие-то по их родителям. Да, то есть конкретно мы указываем, что сначала родителя, потом тег. Причем эта последовательность может быть достаточно большой. То есть, в общем-то, мы можем сказать, что... Давайте я вот сюда сделаю, так для примера, да, span P. Да, то есть вот так, span P hello, да. Например, span P работает и за пределами дива. Да, но если я хочу только тег span P, который находится внутри дива, да, то есть можно сделать вот такую более сложную конструкцию. То есть только теги P, для которых родителем является тег span и для которого родителем является div. Да, тогда мы сможем обратиться только к этому элементу. Да, обратить внимание, что вот этот элемент уже не выделяется, так как он не внутри дива. Да, то есть вот эта логика может быть достаточно длинной. То есть если вам прям конкретно что-то нужно указать, указывая родителей и детей, то есть вот это позволительно. Также позволительно, скажем так, играться с классами. Давайте вот здесь внутри дива, да, дадим нашим тегам P несколько классов каких-нибудь. Например, давайте я здесь назову вот так вот yellow, big, 2 будет у нас название класса. Например, здесь я дам класс blue, да, синий, просто один класс. И здесь мы дадим тоже класс. Давайте класс, я просто large назову, чтобы 2 разных было, я потом это пригодится нам. Да, large. Large, big, 2 разных класса будут. Та же самая вот логика, которая про родителей и детей, может работать относительно, например, классов. Да? То есть каким образом это можно сделать? Вот это вот я закомментирую. Да, то есть div P, вот это вот сейчас все, что мы писали сверху, да, то есть и начну сверху писать. Смотрите, когда я делал div P и ставил цвет зеленый, то все теги P, которые находятся в каком-то диве, они все меняли цвет на зеленый. Причем не только вот в моем вот этом конкретном диве, да, последнем, а во всех дивах, которые мы до этого писали. Но, может быть, я хочу ограничить это именно конкретным дивом. Тогда я могу это указать. div.header, да, div с классом header, P.
Да, то есть таким образом я указываю, что все теги P, которые находятся внутри дива с классом header. Да, то есть не в остальных, не в каких других. Color, line. Да, то есть что получается? Получается только 3 тега выделяется. Помните, вот раньше выделялись и вот эти теги. Да, сейчас мы конкретно указали, что в этом конкретном диве с этим конкретным классом мы, в принципе, меняем цвет. Да? Во всех остальных дивах мы цвет не трогаем. То же самое, если я хочу указать какой-то конкретный тег внутри. Например, blue. Ну и цвет давайте так на blue поменяем. Да, то есть родителем является div с классом header, и красим мы тег с классом blue. Если я вот здесь где-то за пределами дива напишу класс blue, да, ничего здесь не изменится. Один конкретный тег внутри дива. То есть должно быть соблюдено вот это условие. Div header является родителем, и в нем находится тег p с классом blue. Да, очень такое строгое прям вот приведение, да, к какому-то к поиску, да, какого-то одного элемента. Вот, то есть таким образом можно комбинировать, да, различные. То есть есть по принципу родителей и детей, да, то есть child and ancestors, да, еще это называется. Я здесь сделал 2 класса, big и large, да, то есть, допустим, я хочу, чтобы вот те элементы, которые имеют класс big и класс large, имели размер шрифта 200%. Правильно бы было, ну, то есть логично, что я делаю big, да, то есть пишу для него там font size такой-то, да, то есть потом я делаю large и пишу для него то же самое. CSS позволяет объявлять несколько значений разом. То есть я могу указать big, запятая, large, так как эти параметры у меня, то есть эти классы у меня вот по задумке, да, имеют, допустим, одинаковый размер, я могу это указать как font size 200%. Да, то есть таким вот образом. Big, large. Да, то есть сразу 2 класса, 2 классам даю какие-то параметры. Через запятую тогда мы перечисляем. Причем мы можем через запятую перечислять там, тег, класс, ID, то есть через запятую мы можем несколько элементов перечислять. То есть такое тоже иногда используется, и у вас может быть какой-нибудь там класс big используется в одних случаях, класс large в других случаях, да, то есть, ну, можно объявить, да, таким образом 2 конкретных тега P, у которых стояли эти классы, изменили, да, свой внешний вид. То есть 2 класса разом мы можем объявить. А почему точка начала стоять перед? Точка – это обозначение класса. Решетка – это обозначение ID. Если, например, вот сюда я поставлю, давайте так, ID равно unique P, то здесь я, например, могу записать еще ID, да, unique P. То есть мы перечисляем классы тут. Это то же самое, что обращение по классу, да, только мы перечисляем здесь разные классы. Да, тогда и вот hello у меня тоже попадет. То есть здесь мы классы, ID, мы можем здесь теги, да, написать, например, H3, да, то есть тег можем перечислить. То есть абсолютно любые значения, да, которые позволяют как селекторы выбирать в CSS. Да? Ну, в общем-то, Так, так. А что нам будет? Синий потерялся цвет. Правильно. У нас здесь класс большой буквы был. Здесь, наверное, с маленькой. Да, то есть здесь вот все-таки, если у вас здесь класс blue с маленькой буквы, да, то есть здесь вы к нему должны обращаться с маленькой буквы. Если он у вас с большой буквы, то в CSS обращайтесь с большой буквы. Здесь чувствительность регистра уже будет иметь значение. А это вот для чего это все? А это вот для чего? Это вот потом мы тестировали тоже что-то?
Ну, здесь как бы сам CSS больше общее, хотя по CSS некоторым атрибутам тоже можно. Например, выдели мне, ну, допустим, в автоматическом тестировании найди мне все элементы, у которых размер шрифта 200%. То есть можно и так выделять по CSS-селектору определенному. То есть частично в тестировании это будет. В общем, я хочу как бы вам, ну, скажем так, полноценно дать HTML, CSS, чтобы было представление. Потому что и для тестирования, и для, допустим, даже если вы мануально будете тестировать и разбираться в этом, вы как-то, может быть, сами сможете уже указать на причины, да, какие-то. То есть в этом плане. Ну и плюс HTML, может быть, кто-то из вас пойдет дальше там программированием заниматься, да, то есть там это тоже пригодится. А вот то, что вот мы сейчас проходим, это вот на курсах по программированию, это только начало, да? Там, Но это, если вообще говорить... хуже, да? Ну, если говорить про HTML, CSS, он сейчас очень сильно развился, можно много изучать. То есть там очень много дополнительных есть различных параметров. Там есть такой, как Flexbox, то есть это вообще полноценное управление масштабированием элементов в зависимости от размера экрана. То есть там очень много всего. А если говорить про вот HTML, CSS, да, то есть это фронт-энд, да, так называемый. То есть это как вот то, что спереди видно, да, визуально. То есть вот, в принципе, карта разработчика фронт-энд. Да, то есть HTML, CSS здесь только как вот два элемента отдельных стоят. Помимо этого, в общем понятие интернета, JavaScript, системы управления версиями, знания о данных, менеджеры различных пакетов, и уже дальше идет архитектура CSS, препроцессинг CSS, ну и много-много-много всего. То есть это карта разработчика фронт-энда. То есть если вы хотите заниматься веб-дизайном, веб-приложениями, то вот на данный момент рекомендуется изучить ну, хотя бы основные, скажем так. Не, ну здесь очень много, например, вот здесь вот React, NativeScript, Flutter, все будет зависеть от направления, да, то есть вашего. То есть можно использовать, например, только React, можно использовать только NativeScript, ну, в определенных случаях, да. То есть здесь то же самое. Это все фреймворки различные, может, все они вам не нужны, да. То есть есть определенные тренды, которые больше-меньше используются. Ну, в идеале, да, как бы серьезный фронт-энд разработчик, senior, должен знать вот эту карту. Да, то есть помимо этого здесь еще можно добавить бэкэнд. Да, то есть бэкэнд это совсем другое. Это серверная сторона, это вся логика вашего веб-сайта. Не его внешний вид и оформление, а вся вот логическая цепочка. Куда отправляем, что отправляем, откуда текст берем. Например, вы можете HTML написать один дизайн, да, то есть, а все текстовые значения в виде переменных подставлять из базы данных. У вас таким образом может быть 3, 4, 5 языков на одну и ту же страницу. Да, то есть, например, таким образом. Просто вот так вот очень все у нас динамично идет. И вот мне нравится, да, вот мне особенно первые уроки на прошлой неделе понравились. А когда сегодня мы начали обращаться, так, обратимся то к ID, то к классу, то вот к этому. И ты не успеваешь у себя в голове, ну, как бы, расставить логическую цепочку. Здесь я скажу такую вещь, что программирование – это, в общем и целом, практика всегда. То есть и ни один программист ничему не научится, если он не будет сидеть и писать, сам пробовать. Да? То есть это всегда возникают какие-то ошибки, их нужно решать, мы ищем решения, то есть и так далее. А на деле можно сесть и посмотреть там 100-200 часов каких-то роликов по обучению программированию. Но если вы параллельно не будете что-то писать или сами пробовать, то вы ничему не научитесь. То есть это в одно ухо влетит, другое вылетит. То есть я почему вот своих ребят, кто Python изучает, гоняю всех, потому что программирование это практика. Надо набить руку, чтобы быстро писать. Нужно набить руку, чтобы уже в голове вспоминались все вот методы, теги и еще что-то. Да? Естественно, методом проб и ошибок нужно будет попробовать там сделать веб-сайт, например, какой-то, да, маломайский, чтобы хоть как-то посмотреть, какие есть проблемы с этим. Да? То есть изучать это можно долго и бесконечно. Здесь очень большой вопрос, нужно ли вам это. Вот в том объеме, в котором я вам сейчас дам, это более чем достаточно для прикладного HTML, CSS. То есть для тестирования, для парсинга, может быть, какие-то свои странички там небольшие сделать, красиво оформить email. Да, то есть рассылку email я имею в виду, они тоже в HTML формате, да, отсылаются. То есть все вот эти письма, где у вас там картинки, ссылки, все красиво оформлено, фон сзади, это все HTML. Да, то есть обычная даже HTML рассылка в красивом виде, это HTML.
Вот элементарно. А вот скажите, еще напомните вот этот стайл. Почему было удобнее отдельно делать все-таки, а Ну, не вписывать его? CSS это отдельный формат файла, да, то есть при, скажем, допустим, если у вас вот этот файл не загрузится по какой-то причине, сам HTML без него загрузится без проблем. Да, то есть, если, допустим, у вас в браузере стоит настройка, что всю стилизацию убирать и мне в чистом виде HTML, чтобы меньше времени на загрузку, да, нет, это обычно у вас описано так, просто вы можете загрузить сайт без оформления, например. Ну, вот вам не надо, да, у вас слабый интернет, слабый компьютер, да, то есть вы не хотите картинки загружать в таком сейф-режиме, то легко отключается, да, то есть, ну и плюс каждый раз, когда мы загружаем страницу, если у нас, скажем, на 2 страницы один файл style CSS или там на весь веб-сайт, то он загружается один раз, вы загружаете страницу, он у вас уже как бы в памяти сохранен, да, то есть вам второй раз его загружать не надо. Если у вас CSS написан непосредственно в самой странице, то, во-первых, вы должны его дублировать на каждую страницу, индекс, about, контакты, еще что-то. Вам в каждый документ HTML, в каждую страницу вашего веб-сайта нужно писать стилизацию, если он в style теге находится, да, либо в строчке. Когда он находится в отдельном файле, вы можете один файл использовать на абсолютно каждую страницу. Да, то есть у вас на всех страницах есть там фон, например, который вы хотите, наверняка одинаковый на каждой странице. Размер шрифта, тип шрифта, стилизация полей ввода и так далее, и так далее. То есть вы, в принципе, можете одним файлом обойтись на всю ваше веб-приложение или веб-сайт. Хорошо. А вы сами создавали какой-то? Да, я же с этого начинал вообще. У меня первые языки, я вот HTML выучил, потом CSS, потом PHP. Ну, нам в школе преподавали на очень таком базовом уровне, и потом сам, по сути. И потом ходил на курсы уже позже, там было веб-программирование, то есть это Java, JavaScript и PHP. Ну, там так очень быстро, очень базово объяснили, больше упор на PHP был. Очень долго работал на PHP, именно разрабатывал, что-то делал. Ну, то есть я как работал, то есть это было мое хобби, да, больше. То есть я для себя что-то делал. Вот, потом я выучил Python, и сейчас я активно JavaScript учу уже вот с нуля, прям глубоко и полноценно. Да, то есть... Нет, Python мне хотелось какой-то более-менее полноценный язык программирования. PHP от остальных языков значительно отличается. То есть PHP он серверный язык, и я его называю так рваный язык. То есть если на Python программа пишется вот код целиком, да, то есть и на большинстве языков, то в PHP это может быть так, что у вас вот тут что-то вставлено, там что-то вставлено, да, какие-то вот, ну, кусочки кода. И сам по себе PHP, он в нескольких файлах, и причем в HTML файлах мелкими кусочками тоже может быть. Из-за этого, ну, скажем, он сильно отличается от типичного программного языка, где у вас один большой файл с большой программой, да, то есть он такой вот раскиданный по чуть-чуть. В связи с этим как бы захотелось Python. Ну, плюс PHP он очень ограниченный, то есть он серверный язык программирования, то есть он для веб, да, для интернета. Python он более универсальный, то есть Python можно что угодно. Ну, из таких примеров, вот таких для, скажем так, для себя, для интереса ради, у меня знакомый играл в компьютерную игру, и мы написали ему программу, там нужно было смотреть, кто из игроков там выполнял какие-то задания, да, то есть на телефоне он играл. И мы написали программу, которая заходит в игру сама с компьютера, да, то есть с эмулятором, делает скриншоты вот этих записей, после чего сканирует скриншоты, со скриншотов берет текст конвертирует в таблицу сортирует по кто сколько раз, куда, зачем, сравнивает со списком всех участников и дает какую-то статистику, кто выполнил задание, кто не выполнил, кто вообще не делал и так далее, и так далее. И если он раньше сидел там по 4 игрока вручную, смотрел, как-то заметочки себе ставил, то сейчас у него полноценно автоматически этот процесс происходит. То есть он запускает программу, она вот все делает. Ну, есть, конечно, но вот со временем работы, то есть находятся какие-то ошибки. Естественно, там оптическое распознавание текста не очень точное. То есть там 4 как А можно распознать или А как 4. Ну, то есть такие нюансы бывают. Но при всем при этом это уже какой-то прогресс, да, скажем, от этого, ну, от основного. Поэтому все возможно, и Python, он один из таких простых для понимания языков, именно для первого языка программирования, он очень много ошибок прощает, он очень такой
очень мало лишнего и очень много ошибок прощает. Поэтому захотелось выучить полноценно один язык, ну и вот так понравилось, что я еще и преподавать начал. Как бы JavaScript, потому что просто очень универсальный. JavaScript это и фронтенд, это и бэкенд, это и серверным языком он может быть. То есть он сейчас настолько развился, что прям направлений миллион, и выбирай не хочу, и он везде требуется. То есть любой, в принципе, вот все, что связано более-менее с фронтендом, обязательно JavaScript, а с бэкэндом очень часто требуется JavaScript. То есть такой вот очень популярный язык, и там тоже очень много направлений, которые можно выбрать. Так, давайте покажу еще. Да. Где? Потому что тут я перечисляю различные селекторы. Да, то есть я говорю, что класс big и класс large и ID unique p будут иметь такой параметр. То есть здесь я перечисляю. Если через пробел я указываю, что я меняю тег p с классом blue, при условии, что он находится в теге div с классом header. Вот здесь пробел, он как бы обозначает родителей детей, да, то есть вот эту принадлежность. То есть вот это ребенок, вот это родитель. Да, проверяется как? Находится div с классом header, сканируется все, что находится внутри него, находятся теги с классом blue, и к ним применяется данный параметр, да, цвет синий. Если говорить про вот это я говорю, что все три селектора, то есть два класса и один ID, принимает вот это значение. То есть тут, ну, все, которые соответствуют условию, что у него есть класс big, вот, например, он здесь находится, да, P класс big у него есть. Класс large, это P класс large, вот здесь он находится. И это unique P, это который находится вот здесь снаружи, да, то есть ID unique P. Ну, то есть таким вот образом. Так, давайте вот это я тоже закомментирую. Я чуть расскажу вам про цвета, и я думаю, на сегодня мы тогда закончим. Уже продолжим дальше. У меня есть вот такой вот ID, извиняюсь, через решетку ID, unique P. Ну, давайте color выберем. Я вам так, по-моему, говорил, да, на прошлом уроке про разные обозначения цветов. То есть цвета, скажем так, обозначения цветов, они вообще обусловлены нам графическими редакторами, по сути. То есть есть несколько вариаций, каким образом мы можем выбрать тот или иной цвет. И если вы встречались когда-то там с графическими редакторами и так далее, ну вот здесь, если я нажму, да, то есть мы видим, что здесь вот формат RGB берется, да, то есть причем, ну вот здесь все три формата можно посмотреть. Смотрите, если я, ну вот я взял, просто написал название цвета. Я говорю, что на V3 Schools можно посмотреть весь список допустимых цветов HTML, которые по названию цвета. Вот здесь я нажимаю на квадратик у себя, у вас может нету, ничего страшного. Смотрите, у меня есть несколько вариаций. У меня есть так называемый хекс цвет или хэш еще цвет называется, да, решетка и 6 значений. У меня есть HSL, да, такой вот цвет HSL, и есть цвет RGB. Да, то есть все три варианта, они в принципе будут делать одно и то же, выбирать вам какой-то определенный цвет, но немножко по разной логике. Давайте с этим как раз таки и будем разбираться. Самый первый и чаще всего распространенный вариант это через решеточку. Да, то есть решеточка и 6 символов обычно ставится, иногда 3. Какая логика? Логика такая, что у меня есть 2, 2, 2. 3 раза по 2 символа. Да, то есть, если говорить о том, чему они соответствуют, давайте сюда комментарий пишу. Да, то есть, у нас есть решетка, которая просто обозначает цвет. Да. 2 числа это red, красный. 2 числа это green. И 2 числа это blue. 32-битная система компьютерная работает
по такому принципу, да, в основном, что есть такой параметр, как RGB. Наверное, слышали, я, по-моему, говорил что-то, да, на прошлом уроке. Красный, зеленый, синий. Из этих трех цветов можно выбрать абсолютно любой цвет из всех имеющихся в компьютере. Да, логика какая? Что у нас есть 256 оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего. И в зависимости от того, как мы комбинируем данные оттенки, мы получаем тот или иной цвет. Числа вот эти парные, каждая из цифр может иметь только 16 различных значений. Это цифры от 0 до 9, то есть 10 значений, и от А до F буквами, то есть это все последующие. А это 11, Б это 12 и так далее. Да, 16 значений всего на каждую цифру, конкретно цифру. Так как я объединил здесь их парами, что красные две цифры, зеленые две цифры, синие две цифры, то 16 на 16, то есть комбинация из двух чисел, да, 16 умножаем на 16, получаем 256. То есть, по сути, мы получаем те же 256 оттенков. Работает по принципу 0 это абсолютно черный, да, то есть отсутствие цвета, а F это абсолютно светлый, да, то есть если мы говорим канал красный, то абсолютно красный. Если канал зеленый, абсолютно зеленый, да, самый яркий зеленый, да, то есть если мы говорим канал синий, то есть от 0 до F, от 0 до 9 и от А до F дальше цифры продолжаются, да, то есть если я, допустим, поставлю FF, то у меня будет абсолютно красный. Если я поставлю F0, да, у меня он изменится на чуть-чуть розовенький, да, то есть, такой вот не ярко-красный, да, FF, более ярко-красный, попробовать, наверное, еще, допустим, здесь я поставлю 3,3, добавлю, и, допустим, здесь я поставлю 6,6, да, вот так, FF, 3,3, 6,6, да, получится розовенький цвет. Да, немножечко такой изменился. То есть я могу добавить чуть-чуть синего, 9,9 или там 9F. Да, то есть комбинации любые могут быть из этих чисел. Да, более такой светленький розовый получился. Ну и так далее. То есть с этими цветами я могу играться как угодно. Логика такая, что те же 256 оттенков каждого из трех возможных, красный, зеленый, синий. 0 это абсолютный черный. Или отсутствие, да, цвета какого-то, F это абсолютный белый. То есть, и логика от 0 до 9, от А до F. Да, последовательность идет таким вот образом. Второй вариант записи цвета. Давайте это сотру. Color. Второй вариант это RGB. Да, то есть, если я вот введу сюда RGB, вы увидите прям сразу обозначается, да, red, green, blue. То есть конкретно параметры. А здесь в виде чисел мы пишем. И 256, то есть 255 является в принципе последним. От 0 до 255. То есть 0 включено, получается 256 значений. Да, то есть та же логика абсолютно, только уже конкретно числами. Да, 100, 200, например, да, получаем, вот тот же розовенький, да, то есть 255 абсолютно яркий красный, где-то тут получается чуть-чуть яркий зеленый, да, то есть и среднячок, где-то чуть больше среднячка синий, да, получаем смешанный розовый, да, как краски смешиваются, да, из этих трех цветов можно смешать любую краску, вот то же самое здесь происходит, то есть это вариант RGB. То есть все та же логика абсолютно. Красный канал, зеленый канал, синий. Только там мы двумя цифрами по 16 значений регулировали. А тут мы регулируем одной цифрой от 0 до 255. То есть абсолютно белый цвет. 255, 255, 255. Да, то есть вот у меня пропал текст. Он тут есть. Да, то есть, но мы его не видим. Потому что он абсолютно белый на белом фоне. Абсолютно черный. 0. 0, 0. Никто наизусть эти цвета не запоминает, сразу скажу. Да? То есть вы должны понимать логику, как они записываются. Обычно цвета подсматривают в интернете, составляет какую-то гамму, да, или прям вот так вот берут. Да, то есть, конечно. Вот, это RGB формат.
Есть еще один формат, это уже для людей, которые чуть больше с графикой занимаются, это HSL формат. Формат HSL работает по трем параметрам: Hue, Saturation и Lightness. То есть он, в принципе, точно так же выдает какие-то значения нам, да, то есть у него немножко другая логика построения цвета, да, то есть Hue это оттенок, Saturation насыщенность, Lightness это как такая светлость, да, скажем так. Так, единственное, что я вот не помню их максимальные значения разрешенные. Так, давайте попробуем. Так, сделаем ГБ. Да, то есть HSL здесь в процентах обозначается. Это немножко другая гамма, то есть у него есть hue оттенок, то есть оттенки они там идут как радуга, да, от красного через все цвета до красного в итоге обратно. То есть такой палитра получается. Дальше идет saturation, насыщенность цвета, да, то есть если я поставлю, скажем, здесь вот вместо 100% 50%, да, то есть у меня, 550, 50%, да, у меня стал такой более коричневый, да, то есть цвет. Я поставил 100%, у меня более яркий красный, да, то есть таким вот образом. И параметр lightness, насколько светлый, да, то есть яркий. То есть поставлю 100%, он становится белым. Поставлю 0%, он становится черным. Да. 10% такой вот кровавый какой-то темный, да, то есть там, скажем, там 70%, 70% такой более розовенький, ближе к светлому. Да, то есть это просто три разновидности построения цвета. Вы их можете, в принципе можете все про все на V3 Schools прочитать. Да? То есть здесь, в принципе, выбирайте любой, какого-то правила, которое обязательно здесь нету. В основном HTML использует как бы хэш-вариацию, то есть через решеточку, да, то есть эти хекс цвета. Но позволяется и то, и другое, и третье, то есть как вам удобно. Единственное, что еще добавлю сюда, вот RGB и HSL имеет еще вот такой разновидность RGBA. Да, то есть такую вот вещь RGBA. Логика какая? Все то же самое, что в простом RGB появляется канал альфа. Да, давайте сделаем здесь 256, 255. Здесь я сделаю 0, 0. Да, то есть у меня вот будет... Так, давайте, наверное, мы unique... Давайте, наверное, вот P на H3, на H1 заменю, чтобы побольше шрифт был, чтобы это видно было. Да? То есть этот ID не буду менять, оставлю также, просто вот тег P на H1 изменю, да, чтобы шрифт побольше был. Смотрите, альфа это четвертый параметр в выборе цвета. По сути, он отвечает прозрачность. Да, то есть некую прозрачность мы можем добавить любому элементу. Да, то есть если говорить про hello, вот он у меня сейчас красным цветом 100% видимый. Да, то есть я могу добавить 50% видимости. Да, то есть цвет стал как бы более прозрачным, да, таким. Как это можно проверить, что он именно стал прозрачным? Я вот сюда в body добавлю, так вот сделаю background color blue. Да, то есть если говорить про стопроцентный, да, то есть естественно он будет красного цвета. Если я скажу, что у меня, например, 10%, то обратите, он и цвет даже поменял, да, потому что он смешался с цветом фона. Вот канал альфа, да, RGBA, либо HSLA, появляется просто четвертый параметр альфа канала, и вы можете делать, скажем, полупрозрачные элементы. То есть они могут пропускать цвет из
элемента под ним. То есть любой из этих разновидностей выбора цвета вы можете использовать в своих веб-приложениях и веб-страницах. Да? То есть никаких правил, где какой использовать, нету. Если зайдете на V3 Schools, потому что на следующем уроке мы тут еще чуть-чуть посмотрим CSS и уже перейдем к другим темам. Если кому-то захотелось изучить более подробно, да, захотелось как-то освоиться досконально в этом всем. Во-первых, есть туториалы HTML и CSS, да, достаточно, в принципе, подробные. Чем мне V3 Schools нравится, у них всегда есть возможность запустить код и поиграться с ним. Да, то есть, что очень важно. Здравствуйте, мы уже заканчиваем. Вот, то есть HTML, CSS, да, то есть можно смотреть, как бы учить вот здесь, да, отдельно. Есть референсы. Референсы это больше для освежения памяти. Еще раз повторюсь, ни один программист наизусть не знает ничего. Ну, то есть не то, что ничего, но весь там язык программирования невозможно знать. Он меняется настолько динамично, что каждый день что-то новенькое появляется. Поэтому референс это как оглавление, как толковый словарь для какого-то языка программирования. То есть здесь вот есть референс по HTML, по всем тагам. Здесь есть по цветам HTML референсы, да, то есть HTML color reference, да, здесь достаточно хорошо можно посмотреть про разные цвета. И как я говорил, везде есть try it yourself, да, то есть берем что-то, меняем напрямую и видим разницу, да, которая происходит, ну, что происходит. То есть вот этими сайтами рекомендую пользоваться. То есть если вы что-то будете делать, смотреть, то же самое по CSS reference, да, selector reference, то есть то, что мы с вами смотрели, каким образом можно выбирать, да, элементы. То есть я вам еще не все показал, что-то покажу на следующем уроке, но обратите внимание, да, вот через запятую мы говорили, с указанием класса мы говорили, с указанием родителя, да, то есть здесь вот еще такие больше, плюс еще есть дополнительные более сложные обращения и так далее, да, я вам немножко покажу из вот таких, как можно сделать, например, наводим на объект, он одно свойство получает, кликаем по объекту, он другое свойство получает, и так далее, да, то есть вот это все можно описывать с помощью CSS, понятно, что тут за 2-3 урока все не расскажешь, вот, поэтому V3 Schools, если кому-то хочется продолжить дальше, и здесь есть, в принципе, еще такой неплохой раздел Exercises, то есть чисто для практики, да, то есть вот, например, задание, да, поставьте всем тегом P цвет красный, да, то есть можно так вписал тег P, color, двоеточие, red, да, отсутствующий, то есть submit answer, correct, да, двигаемся дальше, то есть здесь тоже достаточно много этих различных тестов от уровня начального до уровня профессионала, да, в принципе. Поэтому здесь рекомендую сюда заходить, смотреть про цвета, про все. То есть, опять же, любой программист занимается тем же самым. Второе, что я вам посоветую, если вы себя в принципе, в любой IT-сфере, Stack Overflow. Stack Overflow это прям гигантский форум программистов, разработчиков со всего мира, то есть айтишная сфера, скажем так, то есть здесь много всего. Очень много вопросов, очень много ответов, можете писать свои вопросы, ответы, то есть здесь прям очень хороший ресурс, очень много именно специалистов. Плюс Stack Overflow, они делают ежегодные исследования, вот в позапрошлом году мы с ним работали, 65 тысяч респондентов, 180 вопросов. То есть представьте себе, какой объем анализа, да, то есть среди программистов со всех стран мира. Очень хороший ресурс, то есть можете здесь регистрироваться, что-то вас интересует, там Hex Color, например, да, так, где у нас тут был questions, да, ну, например, здесь questions, Hex Color HTML. I'm not a robot. Да, то есть вот я набрал Hex Color HTML. How to randomly generate HTML Hex Color. Да, как рандомно менять цвета. То есть можно взять любой вопрос. Обычно здесь есть ответ, да, то есть с предложением какого-либо решения. То есть можно всегда написать комментарий. Очень хороший ресурс. То есть все, кто в сфере IT собирается как-то двигаться дальше, не знаю ни одного программиста, который хотя бы раз там, за свой рабочий день сюда не заходит, что-то не смотрит.
То есть, поэтому, в принципе, все в ваших руках. Что касается следующего урока, то есть мы посмотрим еще бокс-модель в CSS, то есть это каким образом можно вот создать div, я говорил, да, определенных размеров, да, с определенным поведением, с определенными какими-то параметрами. Мы посмотрим с вами фреймворк Bootstrap, то есть это дополнение такое к HTML, которое можно очень легко использовать для того, чтобы готовые элементы ставить. Да, то есть get Bootstrap, ну я так вот быстренько на примере покажу. Контент, ну, например, то есть можно взять и так, давайте что-нибудь поинтереснее. Form Control. Да, можно, например, взять и вот такую готовую стилизованную форму под что-то себе вставить и ее, скажем так, использовать, стилизовать. Да, то есть мы можем взять какой-нибудь компонент breadcrumbs, да, то есть, ну, ладно, breadcrumbs не лучший пример, карусель, да, например, то есть как быстренько сделать слайды, да, несколько картинок, которые вы можете менять, двигать. Да, то есть Bootstrap, он помогает, он просто имеет уже какие-то определенные заготовки, как стилизации, так и поведения. То есть в противном случае вот это без знания JavaScript вы реализовать не сможете. Но с помощью вот этого фреймворка, да, то есть это можно использовать. То есть я покажу, как он работает, но не очень много, то есть кому будет интересно, можно будет с этим. Вот, и тогда на следующем уроке мы, в принципе, с вами будем заканчивать. То есть еще посмотрим Developer Tools в Chrome, то есть инструмент разработчика, как раз там вот можно будет смотреть и готовый HTML-код, там будут различные инструменты как для работы с программой, так для работы с кодом, так и для работы с элементами, и для дизайна, и для всего-всего. То есть это все мы сможем с вами посмотреть. Если